Привет, дорогие друзья! Ну что, сегодня были обескуражены, попросту обескуражены. Смотрите, это Никита Потураев, это депутат от «Слуги народа», на которого сейчас возложены огромные колоссальные функции, потому что он сейчас курирует медиапространство Украины. Уже месяц с момента первого нападения на политическую силу Анатолия Шария да, и его сторонников. Еще одно. Наверное, потому что у людей, которые на вас нападают, есть какие-то к вам вопросы, на которые вы не отвечаете. Он ржет и рассказывает, что, наверное, у людей, которые на нас нападают, есть какие-то к нам вопросы. То есть к Никите, которого убивали, битами забивали, были какие-то вопросы у его убийц. Просто они не успели их задать. Может, не мой вопрос. Мне нравится его улыбочка. То есть этот человек четко знает, кто нападает, четко знает, за что нападает. А что Верховная Рада сделала, чтобы на людей не нападали? Или это нормально было? Это не Верховная Рада. Это может вы что-то делаете не то. Это может вы что-то делаете не то. Ну да, к примеру, вышли под администрацию президента, ну, уже сделали что-то не то. Молодец, молодец, давай дальше рассказывай, мразь. Ну а спросить надо у себя. Вообще. Так, в смысле, если людей забивают до полусмерти, что спрашиваете у себя? Спросите, почему на вас нападают. Задайте себе вопрос. Спросите у себя, почему на вас нападают. Вы понимаете, что мелет эта тварь? Это же не просто какой-то там левый Васек, да? Это один из главных функционеров «Слуги народа». Это человек, к которому Зеленский прислушивается. Знаете, что было бы, вот сделать такое заявление в любом там нормальном государстве? Ну, даже давайте посмотрим на государство, на которое постоянно вот Потураев, там он же обещал там атомную бомбу сбросить, там Российскую Федерацию. В Российской Федерации одна сказала, что, мол, в случаях с домашним насилием женщины сами, мол, виноваты. Знаете, что потом случилось? Потом она долго извинялась. Потом из этого получился настоящий скандал. Здесь он рассказывает по отношению к людям, которых избивают, на которых нападают, которых убивают. Он рассказывает, может, вы сами виноваты. В чем виноваты, мразь ты? В том виноваты, что начали накатываться на твоего короля. Ну, а теперь тут как раз в тему, знаете. Потураев, оказывается, гостил у парохоботки Янины Соколовой. Ну, это ж два этих вещества одного типа. Тимошенко, Пінчук, Кучма, ССМ, промислова фінансова група Ріната Ахметова співпрацювали. Це було за часів Януковича. А в 2008 році я пішов від Пінчука просто в нікуди на вулицю. З Вілкулом ви співпрацювали в Дніпропетровську? Звичайно, це ж було якраз от в період, коли... Тобто і з Вілкулом співпрацювали? Ну, эта парохоботка Соколова перечисляет, где у кого успел поработать Никита Потураев. Пінчук, Ахметов, Коломойський, да, все подряд. Так от сталося, що Медведчук з ним домовився, щоб він представляв його інтереси. Ви перевірите Сергія, але ви не знайдете жодної зачіпки. Здесь они начали обсуждать, как закрывать оппозиционные каналы. Ну вот, к примеру, на Сергея оформлен канал, и Сергей своими деньгами его финансирует, этот канал. Не найдете никакой зацепки. Что делать? Я не знаю. До нього і ніяким чином ви не зможете зрегулювати питання. Це з приводу власності. Почуйте мене. Я вас чую. Якщо Сергію належить канал, на якому невідомо звідки беруться гроші... А що, відомо? Интересно. То есть Потураев считает, что нельзя за свои деньги никак содержать канал, да? Неизвестно откуда берутся деньги. Он имеет в виду, конечно, каналы, которые приписывают канал Медведчука, да? Ну хорошо. А нет ни у кого бизнеса в Украине, который позволил бы финансировать этот канал вполне себе легально? Звідки? А ви багато бачили? Чекайте. А ви багато бачили рекламу? Де? А де? На тих На телеканалі? Так, а наша реклама. Якщо людина демонструє свої статки, які дають можливість утримувати. Ні, там почекайте. Поясніть. Ми тоді, ну не ми, а регулятор запитає, яким чином заведені гроші? Даже тупая, а она реально тупая, парохоботка Соколова, и то его спрашивают, каким образом можно загнать канал, на который совершенно официально заводятся деньги от любого бизнеса, вот металлургический какой-то бизнес, и с него финансируется канал. И что вы будете делать? А Потураев рассказывает, это же для этого они вводят закон про медиа, для того, чтобы загонять оппозиционные каналы и заставлять их вещать то, что надо. Поэтому он рассказывает, что там регулятор будет долбить, как заводятся деньги. Да чисто заводятся деньги. И что ты сделаешь? Так. З яких банків заведені гроші? Так. Це що? Це кредит? А коли його віддавати? А під який відсоток? Це інвестиція? А як вона зайшла? А через які банки вона зайшла? А через які компанії вона зайшла? И что? Ну, легально работают компании. Вы компании начнете кошмарить?
Легально работает компания, к примеру, добывает газ. И эта компания финансирует канал. Да? Они же не дураки, те, кто хотят скрыть реального бенефициара канала. И что ты будешь делать? Компанию закрывать, которая газ добывает? А почему? На каком основании? Я вам кажу, що вони не дарма голосують. Не дарма. Тому що вони знають, що у них почнуться складнощі з фінансуванням. І декому, справжнім власникам, справжнім. То есть они начнут создавать проблемы с финансированием после принятия закона про медиа, вне зависимости от того, каким образом, легально, нелегально, честно или нечестно, ты финансируешь канал. Ну это же прекрасно. А далее Янина показывает пример ужаса, который иногда проскакивает на вот этих вот сепарских каналах. Она показывает меня. Це перманентно відбувається на каналах Медведчуківських. Не заходьте, не дивіться, повірте, просто шматочок у мене подивіться. Ни в коем случае не заходите, не смотрите, потому что, возможно, вы увидите полный материал и поймете, что Шарий говорит чистую правду. Не заходите туда, смотрите у меня. Парохоботка такая тупая, что она уже валит прямым текстом. Термин «Небесная сотня» появился до того, как их стало 100. Вот послушайте. Так потом, получается, это я циничен или циничные люди, которые начали включать в этот список, в «Небесную сотню» человека, который в Сумской области покончил с собой в лесу в октябре. Извините, при чем тут «Небесная сотня» к октябрю 2013 года? А что здесь неправда? Я вот понять не могу. Фишка в том, что я просто говорю то, о чем написано в документах следствия и в судебных документах, к которым у любого человека есть доступ. Любой человек может зайти и посмотреть это. Вот. Зачем? Это что? Я включал их туда, в эту «Небесную сотню». Людей, Ворону, к примеру. Ворона, герой Украины, да, который погиб в пьяной драке в интернет-клубе. Его, тот, кто его убил, он... Да, і він вже наказан, все. Не хочу далі, бо в мене починається алергія, не хочу це далі слухати. Не хочу це чути, так подождите, его убили реально в салоне игровых автоматов. Это открытая информация, полностью открытая информация. Второй повесился в октябре. Эта информация доступна, эта информация, можно ее прочесть. Что, в чем проблема твоя? Значить, сидить російський пропагандист за непідтвердженою інформацією, які фінансуються ФСБ довгі роки. ФСБ финансирует, ГРУ и СВР еще, сучка, забыла. Має мільйонну кількість підписників, і зараз навіть його партія завдяки грошам і проплаченим мітингам тут набирає ще собі прихильників фізично. Благодаря деньгам и проплаченным митингам, то есть сидит вот это чмо, да, которое подсасывало перманентно, как она любит говорить, перманентно всем олигархам, которых только видела, да, но некоторые ей давали подзаться со своих каналов, к примеру, Ахметов, да. Ну вот у Порошенко, у них давняя любовь. И просто оскорбляет сотни тысяч людей, рассказывая о том, что они выходили на проплаченные митинги. Ця людина на телеканалі ЗІК, який належить Віктору Медведчуку, бреше про Майдан. И Врет про Майдан. У нее аж голос дрожит от негодования, потому что хорошенько я ее, да, дал ей под зад. Вот это вот, она же до чего опустилась, что она выдумала себе там неизлечимую болезнь. Вы вдумайтесь, до чего опуститься надо. Но, смотрите, он врет про Майдан. Шарий назвал 2 фамилии. Эти фамилии по документам украинских судов не имеют никакого отношения к Майдану вообще. В чем Шарий соврал? Небесну сотню, і так вона робить перманентно. І я на даний момент не бачила жодних нарікань. Ну, до речі, ви очолюєте комітет з питань інформації. Жодних нарікань і спроби відібрати ліцензію в подібних телеканалів. Пане Микито, чому? То есть за то, что я процитировал решение украинских судов, у канала, на котором я это процитировал, надо отнять лицензию. Тому що ці спроби натикаються на те, що суди завертають ці спроби. Національна рада ходила з приводу ЗІКу ще ні, але по Ньюзвану ходила в суд. Там те саме, це ж схожа історія. А если вы думали, что Потураев скажет, ну, слышь, там, Янина, так а что он такого сказал? Он же просто процитировал решение украинских судов? Нет. Он объясняет, блин, трудно забрать лицензию. Но сейчас будет полегче. Сейчас полегче будет. Вы понимаете, кого вы привели во власть? С моей помощью. Потому что я что же говорил? Зеленский, да. И он действительно, ну это же была единственная альтернатива, правильно? Или Порошенко, или Зеленский. Посмотрите, кого мы привели во власть.
Знову таки, Як ваш закон зможе це вирішити, окрім у нас є джерел окремий постачання? розділ, присвячений саме російській агресії. Какая нахрен российская агрессия? Российская агрессия имеет отношение к украинским судам или украинскому следствию, которые записали вот этих вот двух в список людей, которые не имеют никакого отношения к Майдану, потому что они не имеют никакого отношения к Майдану. Причем тут российская агрессия? І саме просуванню меседжів російської пропаганди. І я, до речі, хочу вам сказати, що це не просто знущання над Революцією Гідності. Це інша справа, значно більш небезпечна. Видите, я не только издеваюсь над революцией достоинства, когда говорю, что Ворона, убитый в интернет-кафе, не имеет отношения к Небесной Сотне. Да? Это намного больше я делаю. Наверное, это все-таки угроза национальной безопасности. Слушайте, измена Родине. Давайте, суки, заводите статью «Измена Родине». Тому що у нас часто люди думають, ну що він там, значить, знову там наїхав на Майдан. Да? Ні. Це частина плану. Я просто не знал, что это часть плана. То есть, когда человек, страдающий психическим заболеванием, повесился в октябре в лесу, где-то в Сумской области, никогда не был на Майдане, а потом его записывают в Герои Небесной Сотни, потому что какой-то дурак из ВО «Свобода» написал какой-то статус, и это подтянули и начали, давайте его в Небесную Сотню, то значит это часть какого-то плана. Так а что, он, получается, он не мог повеситься в октябре? Он уже повесился в октябре. Но это же решение суда, судмедэкспертиз. Он в октябре повесился. Тому що підрив легітимності Майдану – це підрив легітимності української державності. Подрыв легитимности Майдана – это подрыв легитимности украинского вообще государства. Но я вам говорю, они мне готовы уже приписать измену Родине. За то, что я сказал, что вот тот человек не имеет отношения к Майдану. А он не имеет отношения к Майдану, ни один, ни второй. Тобто ставити під сумнів результат Революції Гідності – це ставити під сумнів всю українську владу, включно з нами. Да тут я согласен. Я под сомнение ставлю вообще вашу легитимность. Ставить под сомнение легитимность Майдана? Вы что, охренели что ли? И закон они такой же прописали. Вы знаете, что по этому закону я в своем блоге не могу сказать, что там Хрущев был хороший, грубо говоря. Потому что это деятель Советского Союза, я не могу его в позитивном ключе как-то показывать. Да пошли они со своим законом, пусть сами его исполняют, козлы вонючие. Я на территории ЕС живу и вашим вонючим законам не подчиняюсь. Включно з нами. Микита, я зараз хочу вас, якби не якщо... було коронавірусу, обійняти. Але мені дивно, що ви це зараз артикулюєте, при тому, що ваші сусіди по ложі фракції «Слуга народу» артикулюють абсолютно інакше. Так буває. Я готова обнять Никиту. Да, так обними давай. Обними. Сейчас Зе подкатит, еще будет с вами обниматься. И кричать там: «Вата! Палить Колорадо! 2 мая!» Я не знаю уже, что он завтра говорить будет. Розумієте, як сумно, спостерігаючи за тим, що відбувається в інформаційному просторі, що роблять канали Медведчука з тими, хто не на окупованих територіях, сумніви в Майдані. Они вселяют сомнения в Майдане. Посеяли сомнения всегда. Во всех прогрессивных сообществах сомнение было признаком интеллекта. Если ты сомневаешься, а не просто принимаешь, это хорошо. Здесь они говорят, это плохо. Я в вас поселил сомнения в Майдане, когда начал озвучивать фамилии людей, не имеющие отношения к Небесной Сотне. Я посеял сомнения. Наказать. Знову таки, це ж не провина Петра Олексійовича, що в Європі діє багатотисячна, в тому числі політична, п'ята колона Кремля. Ну а здесь он уже решил во все тяжкие уже просто хвалить Петра Алексеевича и отмазывать его, потому что это не его вина, что в Европе не получалось при Порошенко, но это не вина Порошенко, пятая колонна Кремля. Але розуміючи, що вона діє, українська дипломатія, в тому числі за Петра Олексійовича, знову таки, це не його провина. Могла все ж таки більш якось проактивно і креативно себе поводити. Это дипломатия виновата, это не Порошенко виноват. Какая может быть вина Порошенко, да? Это все пятая колонна Кремля, шпионы там и все. Вы знаете, что сегодня купленная 6 офиса президента, помните, это Сергей Лещенко, такое чучело,
Вот, оно начало рассказывать о том, что евродепутат, которая сказала, что ненормально нападение на мирных людей со стороны неонацистов, что она какая-то тоже агент Кремля. Агентка Кремля, он нашел, что она к партии левых принадлежит, а это все уже, значит, агенты Кремля. Вот, у них так и работает вся пропаганда, как она и работала. То есть это Лещенко, это шестерка офиса президента. Все вообще просто купленная своя, да. І Офіс президента спускає точно ті ж наративи, які спускались при Порошенко. Рухаємося далі. Віталій Клименко, один з небагатьох нормальних, про вас говорять. Питання, що ви, Микито, робите в одній фракції з Дубинським, Бужанським та іншими ватниками? Это лучше у них спросить. Его абсолютно не коробит то, как называют его однопартийцев. Однопартийцы, вы слышите? Вы в последнее время тоже что-то, замолчали. А хотілося б, щоб вони скоріше на це питання собі відповіли. А вам як комфортно? Не завжди. Не завжди. Комфортнее было бы в европейской солидарности. Ребята, если вы сегодня не расскажете 5 людям о том, какие мерзавцы Зе-команда, то значит вы прожили день не зря, конечно, но сделали не все. Ребята, рассказывайте об этом. Показывайте вот этого вот преступника. Показывайте эту мразь, которая рассказывает о том, что вас избивают, значит, может быть, к вам есть вопросы и так далее. Все, это просто террористы и бандиты. Террористы и бандиты. Если вы не будете этого рассказывать, много людей еще будут пребывать в каких-то заповедном мире своих иллюзий. Надо четко снять очки розовые и понять, это преступники, бандиты и убийцы. Они не заботятся о вас, они заботятся только о себе. Все их законы, которые они принимают, только для себя. Только чтобы набить свои вонючие карманы и со своим вонючим выводком отвалить подальше от этой многострадальной, разворованной ими земли. У меня все. Пока. Українські політики та президент України прийняли закон по продажу землі. Прийняття рішення названо в якості вимог МВФ для отримання наступного кредиту. Багато простих людей не задоволені цим законом. Скоро в нашій країні продадуть не тільки землю, а й нос за сумку грошей. Слава Господу Богу, що оцей городчик остався та хатинка оцього. Была бабушка, была. Як було? А ее у вас МВФ забрал.